За моей спиной в облаках вершина Гроссглокнер, 2798 метров. Это наивысшая точка Австрии. Расположенная в Восточном Тироле, точнее сказать, на границе двух федеральных земель в Австрии, Каринтии и восточной части Тироля, привлекает к себе много туристов и, безусловно, является одной из самых притягательных вершин в Австрии. Я же приехал сюда точно с такой же целью. Меня интересует восхождение на эту вершину. Выбрал я для этого самый простой, один из классических маршрутов. И попробую рассказать вам о том, как можно подняться на Гроссглокнер именно по этому маршруту. А также по ходу расскажу вам о местных хижинах, о логистике, инфраструктуре. Ну и дам пару советов, как лучше акклиматизироваться и на что стоит обращать внимание во время восхождения на Гроссглокнер. Восхождение на Гроссглокнер начинается у небольшой гостиницы Люкнерхаус, которая находится сейчас за моей спиной. Здесь можно уютно расположиться, здесь заканчивается асфальтированная дорога, откуда стартует пешая часть маршрута на Гроссглокнер. Очень старая, очень уютная гостиница в альпийском стиле. Предлагает размещение в больших общих комнатах, как это принято в альпийских хижинах, либо в уютных двухместных или одноместных номерах с питанием или без. Сегодня я решил подняться на небольшую вершину Фигерхорн. Высота этой вершины 2743 метра. В принципе, ничего особенного себя не представляет, зато это отличная возможность посмотреть на Гроссглокнер. Ну, к сожалению, сегодня он закрыт в облаках, и пофотографировать, посмотреть и показать вам его мне не удастся. Это восхождение на эту маленькую вершинку я бы рекомендовал для тех, кто хочет очень плавно и спокойно, без стресса акклиматизироваться в качестве первого выхода в горы. Восхождение от хижины или от гостиницы, это правильно называть гостиницей, потому что по комфорту это уже не хижина. Люкнерхаус, где мы остановились, у вас идет от 2 до 3 часов, в зависимости от вашего желания, от вашего темпа. Вот, это отличный трекинг на панорамную вершину с отличными видами, эдельвейсы, суслики и вообще просто замечательная природа австрийских Альп. Мне улыбнулась удача, и наконец-таки я вижу Гроссглокнер во всей своей красе. А для этого мне пришлось подняться на соседнюю вершину. Ну, не такая уж на соседнюю, на самом деле, противоположная, но зато с нее открывается отличный вид на весь массив Гроссглокнер, который находится сейчас сзади меня. Вот такая вот замечательная красота. Вот она вершина. Видны, ну, практически все основные маршруты с южной стороны. Ну вот и наша очередь наступила. Мы вышли сегодня рано, чтобы успеть подняться к нашей хижине, хижине Штудель, откуда и начинается настоящее восхождение на Гроссглокнер. Но мы хотели бы иметь запас по времени, чтобы получше акклиматизироваться, подняться чуть выше на ледник и потренироваться в работе со снаряжением. На Гроссглокнер ежегодно поднимается около 5000 человек, и, безусловно, это одна из самых популярных вершин в Альпах. Ну, у этого есть простые объяснения. Гора действительно очень красивая, сама форма привлекательна. Классический маршрут на вершину довольно разнообразен, что редкость для вершин с такой популярностью. Сложность маршрута не очень высока, примерно соотносится с российской 2-2Б. При этом маршрут достаточно хорошо оборудован, есть дополнительные точки опоры, фиксированные канаты. Ну, это распространенное явление в Альпах на таких маршрутах. Но тем не менее, тем, кто хочет подняться на Гроссглокнер, нужно будет преодолеть ледник, Виа Феррату, ледовые или снежные участки, в зависимости от состояния снега, крутизной до 40 градусов, и скалы с лазанием до примерно 2 категории сложности. Конечно же, самый большой минус всего этого – это большое количество людей, которые хотят подняться на вершину. К сожалению, нередки настоящие пробки на восхождении на узком гребне перед вершиной. Ну вот мы добрались до нашего следующего приюта. Это хижина Штудель, или полное название по-немецки Штудельхütte. Наш подъем занял от Люкнерхаус чуть меньше 3 часов. Шли мы очень комфортно, не спеша, часто останавливаясь. Так что на заметку можно взять расчетное время 2,5-3 часа. Вот так выглядит хижина Штудель изнутри. Хижина в Альпах, конечно, это маленькое чудо, учитывая, на какой высоте они находятся. Небольшой скалодром.
Спальные места, как правило, выглядят вот таким образом. Так называемый лагерь по-немецки. Невероятной красоты закат, ребята. Здесь чуть выше хижины Штудель открылся Гроссглокнер. И вот такая вот замечательная панорама. Солнце садится. — 5 утра, и мы готовы выйти на восхождение. Вроде бы погода обещает быть хорошей. Мы выходим в числе первых. Надеемся, пробок в маршруте не будет. Примерно 40 минут у нас ушло, чтобы дойти до ледника, точнее до места, где мы решили связаться. Вот, дальше возможны трещины, поэтому мы связываемся веревкой, одеваем кошки. Наш путь лежит к характерному вот этому скальному отрогу, где проложена виа феррата, по которой мы поднимемся на восточный гребень Гроссглокнера. Мы поднимаемся по леднику Кандицкийс. Ледник разорван не сильно, в принципе трещин мало, и набор высоты не очень большой. Но непосредственно перед выходом на скалы крутизна склона увеличится, и нужно быть чуть более внимательным. Чуть сзади Андрей. Уже можно рассмотреть выход на скалы, на виа феррату. Сейчас хорошее состояние, много снега, и видна тропа по снегу, которая обходит нижнюю часть виа ферраты. Этим можно воспользоваться. Нам удалось обойти нижнюю часть виа ферраты, что значительно облегчило и ускорило подъем. Вот. Верхняя часть скальный гребень попроще. Тоже есть участки лазанья. Натянут трос, что-то типа виа ферраты. И наш путь уходит наверх. Ну вот мы выбрались на нашу середину маршрута, так сказать, экватор. Мы стоим сейчас возле хижины Erzjohanhütte с Андреем. Да. Высота 3454 метра. Хижина у нас получается под ногами, вот ее чуть-чуть видно здесь. Да. Что солнце, все отлично. И готовимся продолжить наш подъем. Вот так выглядит путь подъема от хижины на 3454 метра Erzjohanhütte. Сначала снежный склон. Не видно выход по кулуару на гребень, видны только следы. Вот уже можно рассмотреть крутой кулуар, который поднимается на гребень. Это достаточно неприятное место маршрута. Большая крутизна до 40 градусов. Может быть лед. Очень неприятное место. Мы только что поднялись по кулуару. Действительно неприятное место. Сильно обтял кулуар, лед, скалы местами. Но есть страховка, есть танкера, есть канаты в начале. Все можно обойти. Нужно быть только очень внимательным, потому что много людей спускается, поднимается нам навстречу. Дальше выход выглядит вот так. Стой! Поднимаемся по гребню. Вот такой вот он плитообразный, выходит наверх. Достаточно приятно лазание, на самом деле. Хорошие скалы, много зацепов, и как вы видите, есть штыри. Вот надо мной их там много видно для дополнительной страховки. В принципе, при желании можно использовать петли, так как очень много острых выступов хороших. Для страховки лазания примерно 1-2. Я думаю, так оно и останется до вершины. Вот мы на подвершине. Как видно, здесь трафик. А вот и сама вершина. Вот в этом месте подо мной, на этой седловине, это самое место для пробок, потому что встречаются группы, спускающиеся с вершины и поднимающиеся на нее. И, как видно, особо там не заведешься, поэтому, если вам не повезло, то трафик случается, как правило, именно здесь. Вот. Мы только что поговорили ключевой участок скальный, с узкой перемычки, ну, скалки такие 2, может быть 3. И остался нам буквально последний прыжок до вершины. Ну вот мы на вершине. Отличное восхождение, изумительная погода. Нам повезло с трафиком. Не так много людей.
Ну, по местным меркам Гроссглокнера практически одни на вершине. Андрей, я не знаю, как вы видите восхождение. Мне кажется, очень приятная гора. Да, не похалявишь. Не похалявишь, да. Хорошая для работы. Вот, и Ну, правда, красиво. отлично. Красиво. И полюбуйтесь, друзья, какая здесь прекрасная панорама. Ну что ж, и традиционно по итогам восхождения небольшой фидбэк, мои впечатления, рекомендации по снаряжению по этому маршруту. Начну с впечатлений. Должен признаться, что меня очень приятно удивил маршрут на Гроссглокнер и само восхождение, и сама вершина. Да, есть небольшие такие, конечно, нюансы в виде количества людей, которые хотят подняться, но в целом я уже привык, что подобные вершины по популярности и классические пути подъема к ним не особо интересные. Ну, это понятно, самые простые, самые логичные пути, привлекать много людей, все оборудовано. Но конкретно с восхождением на Гроссглокнер все немножко иначе. Так как маршрут очень разнообразный. У вас есть на подходе ледник, у вас есть снежные склоны крутые, у вас есть небольшие участки скал, виафераты, крутой кулар, который выходит на гребень, он может быть обледенелый. Ну, льда там не будет, но все равно это уже такие крутые склоны. Вот. Дальше по гребню достаточно приятное лазание по монолитным скалам, что само по себе для подобных восхождений тоже редкость. В общем, я бы однозначно рекомендовал восхождение на Гроссглокнер, пускай даже это будет вот такой классический маршрут. Ну, возможно, стоит только ориентироваться на время года, чтобы вы не попали в самый пик сезона и у вас было меньше трафика, меньше других альпинистов. Вот. Что, собственно, является самым основным минусом этого восхождения, это ваши, в кавычках, конкуренты на горе. Да, потому что и пробки, и очереди, все это немножко смазывает впечатление. Ну и вообще, конечно, вот это ощущение, что вы там, как на автобане, дух альпинизма пропадает. Окей, значит, понятно, мне понравилось, я вам могу только рекомендовать по снаряжению. Смотрите, маршрут достаточно хорошо оборудован. В нижней части есть виаферата, то, что в принципе еще считается подходом к маршруту. Выход на гребень, частично в куларе также есть канаты, есть анкера для страховки. На гребевом участке есть штыри для страховки, которые значительно облегчают восхождение, делают его безопасным, даже в плохую погоду или в плохом состоянии. Спуск с предвершины, провешен стальным тросом, и далее ключевой участочек скальный, выход на вершину также достаточно хорошо оборудован штырями и анкерами. Вот. О чем это говорит? Специальное снаряжение, такое как стопера, френды и подобные вещи, в принципе, вам не нужны. Если у вас хороший третий разряд по альпинизму, трудностей с преодолением такого рельефа у вас не возникнет. А того, что на маршруте уже есть, вам хватит, чтобы безопасно идти с попеременной страховкой. Единственное, что бы я вам рекомендовал, это иметь, может быть, 2-3 оттяжки 60 сантиметров с двумя карабинами, ну вот эти альпинистский вариант, укорачиваемый, и, возможно, 2 петли сантиметров 120. Вот так. Это дополнительно, чтобы сделать промежуточную страховку, а большие петли хорошо пойдут на острых выступах для того, чтобы обеспечить, ну, возможно, вам понадобится дополнительная страховка или захочется ее сделать. Вот. По поводу веревки. Учитывая расстояние между штырями, между анкерами, между рельефом, который есть, вам, в принципе, хватит веревки в 40 метров на двойку. Это с учетом, если вам где-то потребуется дюльфер. То есть 40 метров пополам, 20 метров дюльфер вам хватит однозначно. Участки, которые вы, скорее всего, будете лезть попеременно, не будут превышать 25 метров. То есть 20, ну, пускай, скажем, 30 метров. Вот. Исходя из этого, моя рекомендация иметь на двойку веревку в 40 метров, этого вам хватит точно. Помимо этого, конечно же, нужна каска, понятно, система. Кошки ледоруб для подхода подойдут совершенно обычные классические кошки, классический ледоруб. Вот. Но от них отказаться не удастся, вот, так как и на подходе есть ледник, так как выход на гребень уже на сам Гроссглокнер может быть снежно-ледовый, может быть лед, может быть фирн. В общем, в зависимости от состояния. Ну и также, возможно, вы будете идти в такое время года, когда на скалах будет снег, поэтому в кошках
по скалам вам придется подниматься. Поэтому классические кошки ледорубы обязательно должны быть. Рекомендовано на всякий случай, вот действительно на всякий случай, иметь каждому участнику из восхождения по одному ледобору на системе. Вот. Ну и такие банальные вещи, как аптечка, средства связи, какое-то укрытие от непогоды на всякий случай. Вот, собственно, и все, что вам нужно для восхождения на Гросс-Глокнер. Вот. Немножко возвращаясь назад к видео, раскладка по времени. Все восхождение от Южный Штудель занимает, как правило, 4-5 часов. У нас получилось в районе 4,5 часов, плюс-минус. Вот, в принципе, это то время, которое я бы и указал в описании. Кстати, описание о восхождении или к маршруту восхождения будет в описании к этому видео. Скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Так я там указал, что восхождение длится 4-5 часов. Вот. Однако, если все-таки вы идете в хороший солнечный день, выходной день, да еще пик сезона, накиньте час, может быть, 2 на пробки на маршруте. Это не шутка. Такое может быть. Помимо того, что большинство альпинистов поднимается по классическому пути, о котором мы сегодня говорим, вот, также есть еще популярный маршрут, так называемый Штудельград, он чуть сложнее, и, естественно, наш маршрут является спусковым. Вот, поэтому, так или иначе, трафик вам в хороший солнечный день сезон обеспечен. Поэтому от часа до 2 рекомендую набросить на это восхождение. Вот, ну, собственно, наверное, на этом и все. Я желаю вам хорошей погоды в горах, безопасных восхождений. Пока!